Всем привет! Вы на канале Toy House, и сегодня у нас легендарные грузовики СССР, выпуск 83, и это ЗИЛ-4333. Написано чудо машина, но для меня это, та модель, которую я очень долго ждал себе в коллекцию. Наконец-то таки дождался. Это, в общем, КО 450, в простонародье, в общем, мусоровоз бункеровоз. Сколько стоит, где купил, все это расскажу в видео, поэтому смотрим, слушаем внимательно, вся информация обязательно будет. Итак, давайте посмотрим журнальчик. Здесь у нас сразу реклама идет на наши поезда, я ее тоже снимаю, если ты впервые на канале, поэтому подписывайся, все расскажу, все покажу. Но, правда, некоторые выпуски из поездов я пропускаю. Так, здесь у нас, соответственно, рисуночки, не рисуночки, а фотографии идут. Вот здесь можно, кстати, узнать цену. Это 1500 рублей она стоит, но обходится немножечко дороже. Почему? Расскажу все в видео. В общем, информацию читать не будем, смотрим картинки. Вот здесь можно взять, кстати, для себя какие-то интересные идеи, почерпнуть, сделать тюнинг. Как мы видим, в целом ничего здесь сложного нету, да, запыление идет, соответственно, какие-то сколы небольшие, и все. Тюнинг, я думаю, можно сделать прям очень легко, и я на свою модель точно буду делать, и вам обязательно видео покажу. Так, здесь у нас тоже, в общем, про мусорки все. Идет открыточка в подарок у нас, значит, ее можно, если что, отправить. Кстати, у нас расцветка автомобиля будет именно такая. Так, значит, вот, кстати, тоже идея для тюнинга, сам бункер взять. Я уже давно не видел, но как-то встречаются на трассе, но очень-очень редко. Если встретится, я вам обязательно сниму, покажу вживую данный экземпляр, если вы вдруг не видели. Так что это тоже повод подписаться на канал. Так, все, закончили смотреть. В следующем выпуске мы получим вот такой молоковоз. Главмоз Автотранс. Кстати, много очень сейчас вижу грузовых автомобилей, да, с надписями там что-нибудь. Софтранс, например, видел недавно, там даже, по-моему, вот такую Главмоз Автотранс тоже видел. Может быть, это новое название, может быть, это старички все есть, но автомобили уже более современные. Итак, у меня в комплекте, не в комплекте, а на макете есть вот такая вот классная мусорка. Ее постройка есть на канале, можете посмотреть, если что, может быть, ссылочку закреплю в закрепленном комментарии на нее. И, в общем, к ней не хватало, конечно же, вот этого замечательного автомобиля, который, реально, наконец-таки в моей коллекции. Кстати, по поводу где купить. Купить можно на сайте Madimio. Ссылочку я прикреплю в описании под видео. Там вы найдете промокод на скидку. На первую покупку можете использовать мой промокод, получите скидку 200 рублей. По цене получилось 1750. Это с учетом доставки. Вот, кстати, со скидкой вы можете, в принципе, сэкономить, да, сделав 200 рублей скидку, сэкономите на доставке. Посылка идет быстро, сразу вам говорю. Мне приходит она через Боксбери, потому что через Боксбери мне получается как бы самый дешевый вариант. Можно через Почту России, но он подороже. Так, здесь, наверное, у нас скотчем заклеено. Достанем вот так вот данную модель. О, бункер у нас здесь ходит ходуном. Прикольненько, прикольненько, прикольненько. Как прикольненько? Где цепи? А где цепи? Тогда. Интересно. Кино. Неужели цепи не положили? Просто вот так вот. Не хватает здесь, ребят, не хватает. Цепей сразу могу. Прям не хватает. Вот это, в общем, по бункеру, да, вот так вот он вставляется в пазы, типа а-ля. У меня такое ощущение, что у меня что-то не хватает. Ну-ка, знающие люди, напишите, чего. Цепей-то точно не хватает, я знаю. Вот здесь вот как бы, смотрите, видите, такие идут. Может быть, наоборот. Подождите. Попробуем наоборот. Нет, наоборот, нет. Наоборот, не работает. В общем, впечатление что-то так себе. Не знаю, как будто какая-то недоработка. Можно было какую-то имитацию. Знаете,
У Диагостини был давно такой был УАЗик. Не УАЗик, а газончик, который подметальная машина-то. И там цепь сделана из пластика была и смотрелась довольно-таки неплохо. Здесь вот почему-то этот момент упустили. Так, это дело работает. По факту он вот так вот на цепях, значит, у нас хоп, откидывается и ставится. И вот так вот получается, что ли. Получается, что он подъезжает, да, вот таким вот образом. И, в общем-то, стоит. Его можно вот так поставить, наверное, в открытом виде. Но, вы знаете, что я подумал? Эти-то контейнеры, которые у меня есть, они, наоборот, не подходят к этому бункеровозу. Все-таки бункеровоз, он обычно вот такой вот бункер оставляет где-то. Его забивает мусором. Он, соответственно, он у нас приезжает к этому бункеру, цепляется к нему. Сейчас все будет видно. Вот так цепляется. И хоп, хоп, оп. И в общем, вы поняли. И поднимает и ставит его. Ну, короче, запчастей здесь не хватает. Это печально. Сейчас мне прям интересно посмотреть это все дело еще раз в журнале. Вот посмотрите, здесь двойная цепь идет. Вот она должна вот сюда вот крепиться. Вот сюда и вот сюда. Тогда бы все работало. Я не знаю, либо у меня модель с браком, либо это реально не сделали. Почему? Вопрос интересует. Было бы намного лучше. Ну, по передней части, что здесь сказать? Передняя часть у нас, давайте глянем, выполнена оптика из пластика. Поворотники у нас окрашены. Зелочек у нас написано на решетке радиатора. Вот такая имитация зелка. Салон обычно стандартный. Все здесь окрашено. Покрышки у нас с расшивочкой идут. Тут даже какая-то нумерация идет, соответственно. Кабина из металла. Вся надстройка, соответственно, пластиковая. Фонарь, вот этот, который подсвечивается, по-моему, мне показалось, что он окрашен. Да, так и есть, с хромированной красочкой окрашен. Но еще самый минус этой модели — задние фонари просто покрасили ребята из Модимио, да. Ну и снизу посмотрим. Снизу проработка, ну, есть небольшая, но есть. В целом моделька, ну, мне как бы не принципиально. Я ее затюню. Буду тюнить ее тогда конкретно, чтобы прямо она такая была у нас постарее, поржавее. Вот внутри так кузовочек выглядит, если что. А кому принципиально, наверное, стоит, даже не знаю, подумать, прежде чем купить данную модель. Так-то красивенькая, ничего не скажешь. Ну вот, где я должен взять эту цепочку? Надо что-то придумывать самому. Теперь поищу, у меня в загашниках, наверное, есть. И тогда сделаю что-то интересное. Ну, в общем-то, модель... Ну, я не знаю, сами поставьте. Вот напишите в комментариях, сколько баллов вы поставите данной модели. Зеркала, кстати, у нас с имитацией зеркала. Очень тоненький здесь пластик. Не советую особо вот так вот хватать, потому что зеркала отлетают моментально. В целом, неплохо, интересно, но смущает оптика, смущает, что нет вот здесь вот цепочек. Нравится, что механизм у нас рабочий и классный. Но, короче, есть и плюсы, так есть и минусы, ребят. Поэтому в комментариях давайте сделаем так. Напишите комментарий, какой балл вы ставите данной модели по 5-бальной шкале. Я не буду свою оценку озвучивать, хочу послушать, так сказать, вашу оценку. В общем-то, все, вот такой вот видос. Если вам понравилось, то с вас лайкос. С меня видос. Всем пока. И всем самое главное, конечно же, добра.